Биография Эдгарда Запашного. Эдгард Запашный – дрессировщик тигров с мировым именем, представитель известной цирковой династии. С 2012 года народный артист возглавил Большой Московский государственный цирк. Ранние годы. Эдгард родился в Ялте 11 июля 1976 года в семье Вальтера и Татьяны Запашных. Он рос в цирковой среде и вместе с братом Аскольдом и сестрой Марицей с раннего возраста начал участвовать в представлениях. У всей троицы фактически не было нормального детства, но уже тогда это был вполне осознанный выбор. Запашные сами хотели продолжать дело отца и дяди, поэтому не видели себя вне карьеры дрессировщиков. Карьера. Дебют Эдгарда перед зрителями состоялся в Прибалтике в 1989 году. Перестроечные годы получились для Запашных тяжелыми. В 1991 году они приняли предложение китайской стороны и перебрались в Поднебесную для постоянной работы. Переезд был обусловлен в первую очередь финансовой стороной вопроса. Бедствовали не только артисты, но и животные, которых не на что было содержать. Власти КНР организовали для Запашных большой временный цирк около города Шэньчжэнь. Эдгард стал выступать в связке со Аскольдом и посетил ряд стран в ходе гастрольного тура. Среди прочего, братья побывали на родине и задумались над возвращением, тем более их 5-летний контракт уже истекал. С 1998 года Эдгард и Аскольд Запашные официально стали управлять семейным шоу «Среди хищников», которое им передал по наследству отец. Братья изменили его под себя, хотя во многом остались верны традициям. В 1999 году Эдгард удостоился звания заслуженного артиста России. Он все чаще оказывался перед объективом камер, активно продвигая свои шоу и участвуя во всевозможных программах. Особенно эффектными получились съемки Эдгарда в передаче «Король ринга» в 2007 году. Он умело дрался и дошел до финала, где встретился с Евгением Дятловым и по решению судей победил по очкам. Интересные факты. В промежутке между 2008 и 2011 годами Запашный выпустил 4 книги, как в соавторстве, так и самостоятельно. Эдгард появлялся в клипах самых разных исполнителей всех жанров, от рокера Валерия Кипелова до поп-группы «Дискотека Авария». Один из крупных кинематографических проектов дрессировщика – роль в фильме Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой». 1919, где также снялись Палат Бюль-Бюль-Аглы, Лев Дуров, Михаил Ефремов, Игорь Золотовицкий и другие актеры. Среди сериалов, где Эдгард сыграл в эпизодах или камео, можно выделить сериалы «Папины дочки» Александра Роднянского и Вячеслава Муругова, «Реальные пацаны» с Николаем Наумовым на первом плане и «Интерны», заново открывшие зрителю Ивана Охлобыстина. В 2012 году дрессировщик стал народным артистом. Тогда же он занял вакантную должность директора Большого Московского государственного цирка, носящего в обывательской среде название «Цирк» на проспекте Вернадского. При этом Запашный не перестал выступать и регулярно выходил под купол со своими подопечными. Эдгард инициировал создание команды КВН на базе БМГЦ. Она быстро пробилась в высшую лигу и даже добиралась до финала. А части их присутствия на сцене – реклама цирка, которым руководит Запашный. Он ходит на игры, а иногда помогает на сцене или участвует в подготовке роликов для видеоконкурсов. Эдгард предложил Первому каналу и лично Алексею Пиманову снять сериал о Маргарите Назаровой. Идею реализовали в 2016 году. Главные роли в проекте исполнили Ольга Погодина и Андрей Чернышов. Запашный снимался сам и привлек свой цирк для постановки трюков с животными. Личная жизнь Эдгарда Запашного. Являясь публичной персоной, Эдгард не стремится выставлять свою личную жизнь на показ. Про многие его романы поклонники и журналисты узнавали уже постфактум. На протяжении 13 лет Запашный жил в гражданском браке с коллегой Еленой Петриковой. По мнению артиста, они должны были пожениться, если бы не его юношество. О Елене он всегда отзывался исключительно добрым словом. Следующая возлюбленная артиста родила ему 2 дочек – Стефанию в 2011 году и Глорию в 2013. Так и не добравшись до ЗАГСа, пара рассталась полюбовно. Они оба принимают активное участие в воспитании детей. В настоящий момент спутницей Эдгарда является администратор его цирка Ярославна. У них есть общий сын Даниэль, родившийся в 2017 году. Эдгард Запашный сейчас. В марте 2018 года члены семьи Запашных, а также их друзья,
собрались в Новодевичьем монастыре для крещения Стефании и Даниэля. Это событие Эдгард придал широкой огласке, хотя обычно он скрытен в отношении своей личной жизни. Дрессировщик не только активно выкладывает фото в социальных сетях, но и часто отвечает подписчикам, причем как на положительные комментарии, так и на негативные, вступая в полемику по тому или иному поводу. В июне 2018 года Эдгард выступил против инициативы некоторых зоозащитников запретить контактные зоопарки в стране, однако все-таки призвал прописать для них общие правила и усилить контроль.